Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале Сашонка Влог, и кажется, как будто бы чего-то не хватает. И вы скажете: Саш, ну ты что, с ума сошла, что ли? У вас же там в Сингапуре вообще за все штрафы, а ты без маски идешь по улице. А я вам отвечу: сегодня 30 марта, вчера было 29, так вот со вчерашнего дня нам наконец-то разрешили в Сингапуре перестать носить маски на улице. Это, я считаю, историческое событие, потому что долгих 2 года мы вынуждены были носить маски всегда и везде, за исключением тех случаев, когда вы принимаете пищу или занимаетесь какими-то активными видами спорта, бегом, там, я не знаю, на велосипеде катаетесь. В остальном, даже если вы в парке, где на ближайший квадратный километр никого нет, маски были обязательно. А вот сейчас не обязательно. Вот, так что давайте прогуляемся. Сегодня мы на Orchard Road. Здесь никогда не были. Я вам решила показать, что такое Orchard Road. Это, знаете, что-то вроде сингапурских Елисейских полей. В общем, давайте прогуляемся, посмотрим. Итак, мы с вами идем по Orchard Road, и вот здесь есть такое здание, которое называется Ngee City. Может быть, я неправильно его произношу. Такое, в общем, замысловатое, интересное здание, облицованное то ли гранитом, то ли плиткой. Это, в общем, торговый центр, но у него есть 2 вот такие вот башни по бокам, в которых разные офисы расположены, клиники, в общем, все прочее. Но в основном это довольно большой торговый центр, где представлены разные бренды. Вот, например, даже у них на фасаде написано Cartier, или здесь есть Hermes. Ну, в общем, здесь очень много разных брендов, дорогих магазинов. Что меня на самом деле очень сильно удивляет, так это то, что напротив вот этого вот торгового центра есть другой, который называется Paragon. Ровно напротив. И там есть практически те же самые магазины, что представлены вот в этом Ngee City. То есть там есть всякие Balenciaga, Prada и так далее, что, собственно, есть и в Ngee City. И я не знаю, на кого это рассчитано, потому что как можно на 1 квадратном метре устроить 2 торговых центра с примерно одинаковыми магазинами, я не знаю, в чем смысл, но вот так оно и есть здесь. Потому что дальше по улице Orchard, там есть, например, Aeon, самый крупный в Сингапуре торговый центр. Так вот там еще больше всяких брендов, и опять же тех же самых. Типа там Chanel, Yves Saint Laurent и так далее. Следующая классная новость – это тот факт, что Сингапур с 1 апреля практически отменил любые ограничения на въезд сюда. Что я имею в виду? До недавнего времени у Сингапура с определенными странами действовали так называемые Vaccinated Travel Lane. Собственно, благодаря этой программе мы зимой, в декабре, январе путешествовали в Европу. Вот. Она под собой подразумевала то, что необходимо было купить билеты на определенные рейсы, нужно было делать определенные тесты, нужно было быть вакцинированным, в общем, определенный ряд условий был. Сейчас эту программу решено было отменить, ее переименовали в Vaccinated Travel Framework, и вообще деления на разные страны, благоприятные и нет, отменены. То есть, соответственно, неважно, кто вы, из какой страны вы летите, вы можете сюда приехать, если вы вакцинированы. Но, естественно, есть определенный список вакцин, спойлер, ни одна российская вакцина в него не входит, естественно. Но, тем не менее, если вы вакцинированы, у вас вакцина из определенного вот этого вот списка, одобренного Министерством здравоохранения Сингапура, то вы можете сюда прилететь спокойно. Ну, естественно, еще и соблюдая миграционные правила. То есть, если вам требуется виза для того, чтобы приехать в Сингапур, то у вас должна быть виза. Вы должны сдать тест за 72 часа до вылета сюда. Причем тест не обязательно должен быть ПЦР-тест, вот этот, который делается какое-то время. А может быть, это и антиген-тест, тот, который подешевле и который делается гораздо быстрее. И что еще нужно будет? Ну и, соответственно, скачать здесь наше приложение, которое называется Trace Together. Это приложение, которое позволяет нам везде чекиниться и, в общем, контролировать здесь передачу вируса от одного человека к другому. Вот, то есть это обязательное приложение, которое должно быть у тех, кто сюда приезжает, ну и у тех, кто здесь находится. Так что, если вы давно мечтали, а я думаю, что многие даже из моих подписчиков хотели побывать в Сингапуре, потому что я очень часто получаю подобного рода комментарии, вы можете это сделать с 1 апреля. Достаточно легко, необходимо просто
купить билет, быть вакцинированным, одобренной вакциной, и, в общем, спокойно можешь сюда прилететь. В общем, пытаюсь я понять вообще, какое процентное соотношение тех людей, которые носят маски, которые нет. И я хочу сказать, что вчера, например, когда я пошла гулять, я встретила из всей массы людей, которые я встретила, было только 3 человека без масок. Сейчас гораздо больше. Я думаю, что, может быть, вчера был какой-то такой день для того, чтобы привыкнуть к этому. Но сейчас уже как-то наметился какой-то прогресс. На самом деле, мне абсолютно непонятно это. Почему, когда вам абсолютно легально разрешено не носить маски, зачем вы это делаете? На самом деле, я вчера почитала пару статей таких местных порталов, как Channel Asia или Straits Times. И там корреспонденты брали у людей интервью на улицах и спрашивали вообще, как они относятся к нынешним мерам и послаблениям в плане борьбы с коронавирусом. В частности, к отмене масок на улицах. Так вот, люди говорят, что они будут продолжать их носить, потому что они живут с такой незащищенной категорией населения. То есть кто-то, например, живет с бабушками, с дедушками, со старенькими, поэтому они не хотят их, в общем, подставлять под угрозу, принести какую-нибудь заразу с улицы и заразить их. Что, в общем, наверное, имеет какой-то смысл, но я не думаю, что шибко на это повлияет ношение масок. В общем, у людей есть, конечно, свои причины, но кто-то просто говорит, типа, ну, носил и буду носить. Тем временем мы с вами подошли к торговому центру, который называется Ion Orchard. И это, по-моему, один из самых больших, если не самый большой торговый центр в Сингапуре. Наверное, мне лучше будет перейти вот туда, на противоположную сторону. Кстати, смотрите, здесь интересное здание. Потому что этот Ion Orchard, он очень интересный, замысловатый такой вот конфигурацией, поэтому его с противоположной стороны будет лучше видно. Но я терпеть не могу этот торговый центр, потому что он огромный. У него вот несколько здесь этажей, не знаю, 5-6, которые вы видите вот здесь сверху над землей. Но у него еще и есть порядка 4 или 5 этажей под землей. И самое интересное в том, что вы, однажды туда попав, просто оттуда не сможете найти выход. Вот, потому что сейчас я вижу вот эти вот подземные переходы работают, а, например, в ковидные времена вот эти все выходы альтернативные, все были закрыты, и поэтому, если вы хотите, например, перейти дорогу на другую сторону, а здесь, например, нет пешеходного перехода вот здесь, поверху, соответственно, для того, чтобы перейти на другую сторону, нужно воспользоваться подземным переходом. Так вот, они были закрыты, и поэтому единственный вариант перейти был только, если вы зайдете в торговый центр и потом уже оттуда найдете подземный переход. В общем, можно там просто заблудиться, ходить часами, поэтому я терпеть не могу этот торговый центр, если честно. Но посмотрите, какая у него необычная архитектура, какая крыша. Вот это вот какая-то невероятная, такие вот зеркальные стеклянные панели. На самом деле это очень красиво еще выглядит вечером, потому что все это подсвечивается. Все эти магазины, посмотрите, Cartier, Tiffany, Dior. В общем, все дорого, богато. Вот так это все выглядит. Так, я уютненько присела тут у Айона, отдохнуть, немножечко записать вам еще одну часть этого прекрасного видео, рассказать вам еще об одном нововведении, которое у нас здесь в Сингапуре со вчерашнего дня. А именно, разрешили снова употреблять алкоголь в барах и кафе после 10:30. Вообще в Сингапуре действует запрет на продажу алкоголя в магазинах после 10:30. То есть если в России после 11 ничего нельзя купить, то здесь после 22:30. Вот. Но, соответственно, в барах, ресторанах раньше можно было пить хоть до самого утра. То с началом пандемии ввели на это запрет, поэтому бары и рестораны все закрывались до 10:30. Нужно было допивать все, что у вас было в бокале, до 10:15, потому что реально просто они могли даже забрать у тебя бокал и все. Вот. То есть это было очень строго, и это действовало ограничение на протяжении 2 лет. А теперь со вчерашнего дня можно снова веселиться хоть до самого утра. Не сказать, что я, конечно, веселилась до утра, тут хоть один раз, на самом деле не было такого ни разу, но тем не менее. Вот, так что вы можете сами оценить, что Сингапур просто снова возвращается, можно сказать, к прежнему своему вот этому вот состоянию, которое было до пандемии.
Так, здесь на противоположной стороне расположен Apple Store. Вообще в Сингапуре 3 Apple Store. Один из них расположен возле Marina Bay Sands. Я снимала про него видео по ссылочке. Сейчас появится на экране, можете посмотреть. Это второй, здесь на Orchard Road. А еще есть третий, он находится в аэропорту. Вот, так что смотрите, там не так много народу на самом деле, потому что пока что не объявлена продажа каких-то новых моделей телефонов или часов, поэтому нет такого ажиотажа, как обычно бывает, потому что здесь выстраивается огромная очередь, причем здесь довольно жарко, как вы можете понимать, в Сингапуре 30 плюс градусов, и когда люди стоят здесь в очереди много часов, здесь даже огромные такие вентиляторы выставляют на улицу, чтобы как-то люди могли себе позволить здесь стоять и ждать несколько часов. Я поняла, что я чувствую себя максимально некомфортно, потому что, во-первых, очень мало людей сейчас не носят маски, поэтому я чувствую себя просто какой-то белой вороной. Но плюс ко всему я еще хожу со странной камерой и снимаю сама себя. То есть, как бы, если можно выглядеть максимально странно, то это вот я выгляжу прямо сейчас. Вот, я, в принципе, сделала такой неплохой кружочек, хотела вам все показать, все практически показала. Сейчас пойду через дорогу. Еще у нас прекрасная новость, которой очень рады местные, это то, что теперь разрешено собираться в группы по 10 человек. То есть, если у вас какая-то компания, большая семья, то вы можете ходить в кафе в десятером. На самом деле, для меня это ровным счетом ничего не значит, потому что мы вообще обычно здесь с мужем просто вдвоем ходим куда-то. Вот. Ну и, в принципе, у меня, если собрать всех моих родственников и друзей, то, наверное, не наберется 10 человек. Вот. А люди здесь несказанно этому рады, потому что в Сингапуре вообще типично очень большие семьи, и, соответственно, это очень большая для них трагедия, то, что они не могут собраться за одним столом где-нибудь в кафе, потому что если, например, вы пришли в шестером, то вас посадят в 5 и за отдельный стол одного человека. Как-то так. Вот. На заднем фоне, сзади меня, магазин Victoria's Secret. Вот он здесь, на Orchard Road, так что я знаю, что это очень популярная среди женщин марка нижнего белья. Так что вот, если вы будете в Сингапуре в ближайшее время, воспользуйтесь нашей новой возможностью путешествовать, то вот здесь, например, можно прекрасно пошопить. В общем, вот такое коротенькое видео получилось. Я решила вам рассказать про новости, которые у нас здесь были объявлены, чтобы вы узнали о них первыми. В общем, спасибо, что смотрите. Продолжайте в том же духе. Увидимся в следующем видео. Пока!